Доброго времени суток, выжившие! Сегодня наш комьюнити-менеджер, а именно достопочтенная Лиса, прислала ответы разработчиков на вопросы, заданные в одном из прошлых роликов. К сожалению, часть из них либо уже были заданы, либо только отправились на рассмотрение другими ютуберами, но тем не менее некоторые из них были достаточно оригинальными и получили свои ответы. Итак, вопрос первый. Планируются ли еще какие-нибудь дополнительные эвенты помимо Хэллоуина и Нового года? Если вопрос про эвенты, происходящие вне сеттинга игры, то нет, других не планируется. Конечно, ответ достаточно однозначный, но его постановка дает простор для размышлений. Раз разработчики не планируют добавлять события, которые не вписываются в общую картину игрового мира, то можно ли ждать эвенты, которые будут проходить в рамках игрового сеттинга? В общем, ответ только родил новый вопрос. Второй вопрос. Планируется ли переработать механику захвата уникальных баз бандитов? Например, усложнить рейд, разделив его на несколько этапов, а заодно и наполнить базы более ценным лутом. Механика, которая сделает подобные активности более интересными, планируется, но пока сложно сказать, когда мы сможем ее реализовать. Что ж, на самом деле это радует, ведь все, что касается боев и рейдов в игре, выглядит весьма вяло, не в обиду разработчикам. Самое главное, что они строят определенные планы для улучшения этого аспекта игры, и обновленная Пчелиная Королева тому доказательство. Будут ли изменения в сюжетной линии в поисках истины? Довольно сильно изменится сюжет в начале игры, до Ленинграда. В остальном небольшие правки, чтобы сюжет и новые базы не противоречили друг другу. Что ж, после вчерашнего поста, анонсирующего новый функционал баз, у меня уже есть некоторые предположения, какие правки могут быть внесены. Например, квест «Просьба матери». Для его выполнения нам был необходим мотоцикл или зазик. А так как после обновления схемы оружия и транспорта будут перенесены в базы выживших, то скорее всего теперь по сюжету мы будем вынуждены просить помощи у механика. Но это только мои догадки. Четвертый вопрос. Планируется ли переосмыслить боевку, например, сделать упор на тактическую составляющую? На данный момент она больше напоминает отстрел болванчиков. Посмотрим, как будут проходить бои после обновления. Тактика — это хорошо, но не хотелось бы надолго затягивать каждый случайный бой. Интересно послушать предложения на эту тему. Что ж, друзья, если у вас есть интересные идеи, как можно улучшить боевку в игре, то обязательно делитесь ими в комментариях. А так как я имею на руках 5 промокодов, то авторы самых интересных комментариев получат их в качестве награды. Дерзайте, друзья. Быть может, именно ваша идея сможет вдохновить разработчиков. Пятый вопрос. Планируются ли альтернативные концовки для основных сюжетных веток? Нет, альтернативных концовок не планируется. Шестой вопрос. Будут ли подготовлены сервера к наплыву игроков ко дню выхода обновления? Обычно после каждого крупного обновления сервера трещат по швам и не дают полноценно пользоваться онлайн-контентом. Будем надеяться, что да, работа над серверами ведется прямо сейчас. Ну а мы будем надеяться, что работа даст свои плоды, ведь по своему опыту знаю, как тяжко бывает играть во время наплыва игроков. Седьмой вопрос. Вы полностью переработали графику в игре, но планируете ли вы продолжать работу в этом направлении? Например, также детализировать карту боя, сделать полноценные модели персонажей и его противников для игрового поля. Не могу ничего обещать, кроме того, что попробуем. Посмотрим, что можем сделать. Конечно, хочется сделать бой визуально приятнее. Ну, во всяком случае, приятно слышать, что работа в этом направлении будет вестись. Ну и последний вопрос. Будут ли какие-нибудь сюжетные линии, связанные с объединенными городами, то бишь фракциями? В будущем мы планируем вводить сюжетные линии, раскрывающие базы и фракции, их проблемы и взаимоотношения. Очень радует, что тема с фракциями будет дополнена еще и сюжетом, а если нам, как игрокам, дадут как-то повлиять на их взаимоотношения, то будет просто фантастика. Вот такие ответы мы получили от разработчиков. Обязательно пишите интересующие вас вопросы в комментариях и не забудьте поделиться идеями касательно боевки. Если будут действительно годные предложения, то я лично буду терроризировать Лису, чтобы она донесла их до автора этих ответов. И на этом все. Всем удачи и до скорых встреч!